Путин говорит военная операция. А слово антивоенный можно употреблять? Антивоенный нет. Я думаю, вот если Twitter и Facebook можно было ожидать блокировку, то Instagram это был такой прям очень шаг серьезный. Сделать так, чтобы полностью интернета не было, проще, чем сделать так, чтобы интернет работал по желанию каких-то государственных чиновников. Если ты живешь под термином «мне нечего скрывать», то стоимость твоего взлома 0 рублей, 0 копеек, и любой кибермошенник может получить и твою финансовую, личную и рабочую информацию. Надо мобилизовать кибервойска. Друзья, очередное интервью для канала Варламов Токс я взял у главы Роскомсвободы Артема Козлюка. Мы с Артемом обсудили свободу в нынешнем Рунете, способы обхода блокировок и защиты своей личной информации, цензурную атаку российского государства на интернет и многие другие темы, которые сейчас, к сожалению, стали особенно актуальны. Если вам нравится интервью, не забудьте подписаться и на этот канал тоже. Привет, расскажи, как ты оцениваешь текущий уровень свободы в российском интернете? Рунет, конечно, сильно закрепостился за последний месяц. Появились как новые законы, которые вводят еще дополнительную, скажем так, военную цензуру, так и усилилось правоприменение по старым законам о блокировках сайтов. На текущий момент, на конец марта, заблокированы крупнейшие социальные сети и сервисы, и Facebook, и Twitter, Инстаграм, и признано распространяющие экстремистские призывы, а также и сам по себе заблокирован. Заблокированы большие медиа, как западные, так и российские, начиная от BBC, Deutsche Welle, заканчивая Медузой и прочими независимыми средствами массовой информации, либо медиаплощадками, как федеральными, так и региональными. Мы видим, конечно, что и пользователей, граждан России привлекают за их публикации в интернете. Сейчас в огне статья о фейках, о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас начинают активно привлекать пользователей к административным делам, а также возбуждать уголовные дела. Пик мы, наверное, еще не прошли цензуры, как в отношении медиа, социальных платформ, так и в отношении самих пользователей средств массовой информации. Я думаю, что пик будет в ближайшее время. Конечно, не хотелось таким быть мрачным прогнозистом, но, скорее всего, так и будет. Мы, может быть, увидим блокировку YouTube в том или ином виде. Насколько эффективная она будет, покажет практика, но в реестр запрещенных сайтов, скорее всего, YouTube попадет. Дай бог, что мои слова окажутся вымыслом, да, плохим прогнозом, но, скорее всего, все к этому идет. Хотя российские политики заявляют, что вроде как YouTube пошел на уступки, что-то там начал разблокировать, что-то, наоборот, стал блокировать, но это такое все в пользу бедных. Найдется еще 1001 повод, чтобы внести этот крупный видеохостинг в реестр запрещенных сайтов. И мы увидим, конечно же, спустя время, я не знаю, спустя неделю, месяц, полгода, как появятся серьезные уголовные дела, уже не с условными сроками и не с короткими сроками, с реальными, которые уже сейчас происходило в последние годы, когда пользователей за их публикации картинок, репостов, мемов наказывали, в том числе уголовно, в том числе с реальными сроками. Но те были сроки до 2 лет, а сейчас мы увидим, может быть, сроки и 10+. Но это мы увидим, скорее всего, не здесь и сейчас. К этому будет идти власти, ну как сказать, постепенно. Не постепенно, конечно, мы уже там в сверхбыстром таком режиме цензуры живем, но по нынешним временам будет постепенно. То есть не завтра, не послезавтра, а спустя там недели, месяцы мы увидим очень большие реальные сроки, причем, может быть, не на просто пользователей, а на каких-то больших политиков, больших общественных деятелей, больших журналистов. Недаром, например, тот же Невзоров пока не возвращается в Россию, узнав о том, что возбуждено уголовное дело на него. И, наверное, может быть, и правильно делает, потому что тут надо либо жертвовать собой, либо оставаться вне России в такой ситуации. Относительно Невзорова есть, опять же, такая версия, да, то, что мы видим продолжение вот этой вот политики выдавливания из страны. И если посмотреть на репрессии последнего там года, то
то довольно четко прослеживается практика, что нынешний режим, он не кидает всех там поголовно в тюрьмы, а старается выдавить людей из страны. Может, на тех же самых сторонников Навального, которым там практически всем разрешили уехать, да, даже уже с открытыми уголовными делами, там, с подписками и так далее, всем дали уехать, и в том числе ближайшим сторонникам Навального, и первые уголовные дела по так называемым законам о фейках, они были возбуждены как раз на тех, кто находится не в России, на Белонику и на Невзорова, чтобы они условно даже и не думали возвращаться. Вот. Но действительно загадывать тяжело, и вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим уже реальные, я имею в виду уголовные дела с реальными сроками на тех, кто находится в стране. Как ты думаешь, то, что сегодня мы видим, вот эту вот массовую блокировку СМИ, блокировку соцсетей и попытку Роскомнадзора прямо запрещать брать интервью у Зеленского. Это какая-то спланированная, подготовленная вот эта вот акция. То есть Роскомнадзор знал, что будет война, он был готов к этой войне, в том числе информационной. То есть это мы сейчас видим, когда они расчехляют уже вот заготовленные кейсы, и они знали, что это будет, или они сейчас действуют вот в условиях вот непредсказуемых для себя? Есть мнение, да, что даже очень близкий круг Путина не знал, что будет такая война, такого масштаба, спецоперации. Вообще, можно ли употреблять слово «военный»? Не война, а «военный», да? Путин говорит «военная операция». А слово «антивоенный» можно употреблять? Антивоенный нет. Антивоенный уже нельзя, да. Ой, мы живем в такое время, конечно, абсурда, антиутопия. Орвелл позавидовал бы, да, конечно. Но возвращаясь к твоему вопросу, что Роскомнадзор якобы мог знать о начале спецоперации и заблаговременно уже и Генпрокуратура, и суды, и все подготовились. На мой взгляд, вряд ли. Роскомнадзор не того уровня ведомства, чтобы иметь доступ к такой чувствительной, сверхчувствительной информации, потому что там тоже огромное количество сотрудников, которые могли бы слить эту информацию. Да? То есть, если, может быть, и знал, то глава Роскомнадзора, и то, я думаю, вряд ли. Потому что, повторюсь, что есть информация о том, что даже некоторые силовые ведомства, условно говоря, что, может быть, даже Шойгу и вооруженные силы не знали. А вот, например, Росгвардия там, да, и ФСБ знала об начале спецоперации. Потому что очень для многих стало неожиданностью, что именно... То есть все готовились, что, скорее всего, Россия ведет войска на территории ЛНР, ДНР, да, но не более того. То есть, потому что и даже из заявления политиков гласило, что мы за текущие границы по факту, да, чтобы вот они самоопределились, мы признали в текущих именно границах. Не в границах Донецкой и Луганских областях, а именно по факту, что они занимают. И, наверное, для подавляющего большинства, в том числе и чиновников, это было сюрпризом, что начнется такая спецоперация со всех сторон, такой вот пятерней наступать и с юга, и с востока, и с севера. Поэтому я не думаю, что Роскомнадзор готовился именно к такому, но что такой конфликт назревает, и мы будем скоро жить в новом витке информационной войны. Вот. Скорее всего, Роскомнадзор подозревал, и ему там намекали, что... И видно было по политической обстановке, что, скорее всего, будет еще большая информационная атака, и надо мобилизовать кибервойска. Недаром Генпрокуратура уже 24 февраля выпустила свое известное требование, по которому потом приходили блокировки социальным сетям, и медиа, и обычным сайтам. И все обозначались, даже несмотря на то, что их блокировали какие-то медиа, в дальнейшем феврале, в конце февраля, потом в начале марта, в середине марта было обозначено только одно решение от 24 февраля. Потом, кстати говоря, представитель Генпрокуратуры сделал интересное заявление, что да, такое требование было, но без конкретики. То есть там не было указано конкретные ресурсы. Это был такой запрос от «Медузы» в Генпрокуратуру, и им ответили, что сайт «Медуза.io» в данном нашем требовании не значилось. А само требование мы вам не покажем, потому что это условно для служебного пользования. Поэтому кто именно принимал решение со списком сайтов, это вопрос открытый. Либо Роскомнадзор единолично на основании формулировок этого требования Генпрокуратуры 24 февраля, либо они согласовывали с Генпрокуратурой, либо получали какое-то по другой своей линии вертикальной указания
какой новый ресурс, все вносить и вносить, вносить и вносить под блокировку. Сейчас стали появляться другие требования Генпрокуратуры, уже более свежие, и которые сайты блокируются сейчас, и ресурсы, они уже не по требованию от 24 февраля, а по более свежим решениям. То есть какое-то давление цензурное, конечно же, прогнозировалось со стороны госорганов и уже готовилось заранее, но я не думаю, что прям у них был готовый прям такой список, что надо блокировать. Понятно, что, скорее всего, они бы заблокировали BBC, Радио Свободу, Голос Америки, Deutsche Welle. Это, скорее всего, было уже участь их была предрешена. Но вот блокировку, например, того же Инстаграма, я думаю, что это они ввели на ходу. Потому что одно дело заблокировать Твиттер и Фейсбук в России, а другое дело заблокировать Инстаграм, где внутри него есть лидеры мнений, есть блогеры, не только общественно-активистские, там, да, бьюти, тревел и так далее, которые имеют свою аудиторию суммарно больше, даже один блогер, да, имеет аудиторию больше, чем весь Твиттер и Фейсбук вместе взятые. То есть там есть с подписчиками в несколько миллионов, несколько десятков миллионов российских граждан. И поэтому я думаю, вот если Твиттер и Фейсбук можно было ожидать блокировку, то Инстаграм это был такой прям очень шаг серьезный, потому что при блокировке Инстаграма ожидалась серьезная политизация как самих лидеров мнений, которые были аполитичны, и, соответственно, через них серьезная политизация их аудитории. Что случилось? Почему вдруг наш travel или бьюти-блогер, или где в паблик, где я продаю платья, косметику, там, и что-то еще, вдруг оказался недоступен, мы вдруг стали экстремистами. Но, видать, власти были к этому готовы, что на случай того, что если вдруг резко политизируется Инстаграм, можно подготовить пути отступления в наши какие-то российские проекты и сети. И тут же появились всякие, там, не знаю, Росграммы, Ярусы, Рутюбы, что-то еще. Много эмигрировало в Телеграм. Но вот что предполагался всплеск политизации Инстаграма, он, с одной стороны, произошел. Конечно, произошел. Но если бы это произошло не в текущей политической конъюнктуре, не в условиях спецоперации, я думаю, что это могло бы прийти к массовым протестам наподобие, что мы видели при блокировке Телеграм. Да? Можно было ожидать выход людей на улицы с новыми требованиями, цензура, слежка и так далее и тому подобное. Можно было ожидать. Но, к сожалению, сейчас в текущий политический момент настолько зачищено поле протестное, да, поле высказываний, поле свободы слова, мысли, что... Я боюсь, что даже блокировка YouTube тоже не вызовет такой сверхажиотаж. Как думаешь, почему до сих пор-то они заблокировали YouTube, хотя он из иностранных соцсетей крупных он остался последним сейчас? Это правда. Это вершина. И я в своих предыдущих интервью всегда говорил, что вот постепенно сначала будет Twitter, потом будет Facebook, потом будет Instagram и последним YouTube. По этой дорожке идет. Это все логично, это я там не открывал какой-то бином Ньютона, там, да? Это можно было каждому 2 плюс 2 сложить и такую лесенку выстроить. Так и развивается. И YouTube тоже, да, вполне возможно, что появится. Ну, наверное, дети чиновников были предупреждены, что с Инстаграмом надо прощаться, и теперь вы там не можете уже не выкладывать свои красивые фоточки с различных берегов разных морей. А вот в YouTube находится, наверное, больше контент-мейкеров, больше производителей контента для государства. Много, там, например, детского контента, развлекательного и учебного, и просветительского. То есть здесь, конечно, блокировка YouTube будет еще более чувствительной, чем блокировка Инстаграма, хотя аудитории плюс-минус, количество, да, в количественном плане, они могут быть и на одном примерно уровне, но блокировка YouTube, конечно, ударит по множеству секторов, и, конечно, это тоже деньги, и кто-то может быть недоволен и на верхах такой блокировкой, что, может быть, на Инстаграме-то особо там...
корпорации, чиновники или кто-то еще, или приближенно не зарабатывали, а в YouTube вполне возможно и есть. Плюс информационную войну надо как-то вести, в том числе используя YouTube. Не через Рутюб же, то есть аудитория несопоставима, хотя, конечно, скорее всего, она сейчас и наполняется в Рутюбе, но аудитория Инстаграма намного шире, и недаром власти давят на YouTube именно в первую очередь не на то, что они что-то не заблокировали запрещенное, там, пропаганду антивойны, пацифизма, не знаю, как еще, либо там пропаганду наркомании, призывов к суициду, то есть как все, что любит Роскомнадзор повторять, что на всяких площадках это все типа в свободном доступе, и наши дети подчерпывают информацию, как там из Ютуба и Инстаграма и прочих сетей, как колоться, самоубиваться, я не знаю, и идти на митинги. Что, конечно, является бредом. Они в первую очередь давят, да, в YouTube, если мы видим на их информационные посылы, не на блокировку этого, а на первую позицию выносят на разблокировку тех информационных ресурсов, что заблокировал YouTube. Там, да, RT, Царьград, что-то еще. И это очень показательно. То есть власти все-таки хотят договориться с YouTube и Google, чтобы все-таки можно было и их оставить в живых, не нивелировать их трафик. А нивелировать их трафик YouTube легче, чем Instagram трафик, потому что он тяжелый и более подвержен манипуляциям техническим. Да, его затормозить легче, если так упростить. То, что YouTube разблокировал некоторые заблокированные каналы, там Гостелерадиофонд, у Данила Поперечного заблокировал ролик, со стороны может сложиться впечатление, что YouTube сотрудничает как-то с Роскомнадзором. Насколько это действительно так, и насколько это сотрудничество может сохранить сегодня YouTube в России? Слушай, ну на самом деле любая западная социальная сеть, большая, маленькая платформа, сервис и так далее сотрудничает, в том числе с российскими госорганами, как, впрочем, и со всеми остальными странами тоже, если есть такие запросы. Есть такое понятие в западном мире, как Transparency Report. Это регулярные отчеты о прозрачности, то есть отчеты о государственных запросах, приходящие к той или иной интернет-платформе, сервису, социальной сети от различных стран, вне зависимости от непосредственно самой юрисдикции того или иного IT-сервиса. То есть большинство компаний, понятно, американские большие, но мы видим, что запросы такие происходят далеко не со стороны США, но из России, Китая, Ирана, Германии, Великобритании, неважно где, Сингапура и Малайзии. Вот. И такая статистика публикуется со стороны Твиттера, и Фейсбука, Инстаграма, Ютуба и прочими, Амазонами. Вот. И мы видим, что там, смотря на эту статистику и аналитику, которую эти компании публикуют раз в полгода, то есть есть такой стандарт де-факто раз в полгода публиковать статистику такую. И мы видим, что там далеко не нулевые запросы, в том числе из разных стран, в том числе из России. И не нулевая удовлетворяемость, что важно. То есть столько-то запросов по раскрытию данных пользователей мы получили, столько-то мы ответили положительно, столько-то мы отклонили. И то же самое по блокировкам. Мы получили, там, условно говоря, 1000 запросов из России, 500 удовлетворили, 500 отклонили. Вот. И в последнее мы следим за такими репортами, за такими отчетами. И мы видим, что за последние 10 лет количество запросов из России очевидным образом, конечно, в каждой соцсети вырастает. И, как правило, Россия находится где-то в топ-3, в топ-5 стран по количеству запросов как на блокировку, так и на выдачу данных пользователей. То есть там есть и Америка, то есть США тоже там на ведущих ролях. Китай нет. Много запросов из Турции, как правило. Там бывает Саудовская Аравия, Иран, вполне демократические западные страны, Франция, Германия. То есть вот такие в топ-10 стран входят как и авторитарные страны, так и вполне себе демократические. Там, да. Россия, да, обычно в топ-3 по запросам. И мы видим, что и Google в каких-то случаях выдает. Почему это происходит? Во-первых,
Западные IT-компании больше настроены удовлетворять такие запросы, если они исходят от суда. То есть, если просто Роскомнадзор что-то запросил у них, либо ФСБ, скорее всего, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев они их отклонят. Если им Роскомнадзор предоставит решение российского суда, то они будут рассматривать его более внимательно, и степень удовлетворяемости таких запросов, исходящих из суда, высока. Это первое. И второй важный момент, что в большинстве случаев запросы, которые они удовлетворяют, Google, Twitter, Facebook и прочее, в первую очередь относятся к явным криминальным деяниям. То есть это кибермошенничество, это торговля, либо производство детской порнографии, реальной, а не то, что подразумевает под ней Роскомнадзор, признавая детской порнографией хентай, манго и так далее. Это призывы к убийствам, либо торговля оружием. Ну, то есть явные какие-то криминальные деяния, по которому есть консенсус во всем мире. Что это явно, например, эти деяния может расследовать Интерпол, да? И по линии Интерпола это тоже происходит. Но вот если идут запросы из России по политическим причинам, удовлетворяемость не нулевая, но практически стремится к нему. То есть мы помним, когда Facebook блокировал протестные группы Навального, как ты сейчас сам сказал, что они заблокировали ролик Поперечного, да? То есть прецеденты такие есть, но они носят единичный характер. Если запрос из России, даже если решение суда, носит политический либо общественный оттенок. То есть это вполне удовлетворяемые запросы, но они четко видят разницу между криминалом и политикой. Насколько есть шанс, что в случае блокировки Ютуба значимый процент российских пользователей научится пользоваться VPN-ами и будет дальше потреблять контент, и уже никакой Роскомнадзор не сможет этому помешать? Ой, это очень хорошая тема. Мы прям видим, и не только мы, множество аналитических компаний публикуют и сами VPN-сервисы, и мы наблюдаем, у нас тоже есть специальный ресурс vpnlove.me, где мы подобрали доверенные VPN-сервисы, то есть там не проходимцы какие-то, а там качественные сервисы, которые на самом деле заслужили уже доверие и нас, и международных интернет-активистов. И вот мы имеем плотный контакт с рядом из этих VPN-сервисов, и, конечно же, они нам сообщают, что мы видим из России резкий скачок спроса на наши услуги, но это очевидно всем. Каждый видит и в своем ближнем кругу, и в рабочем кругу, что каждый хочет установить VPN, да еще не по одному, и правильно делает, кстати говоря, потому что многие VPN не успевают за запросами, не успевают строить свою серверную инфраструктуру в соответствии с российскими запросами, просто не успевает. Поэтому многие сервисы могут тормозить, могут быть недоступны из-за того, что слишком много желающих использовать их прокси из России. А те, кто успевает, те как раз на пику и прям имеют тысячи процентов роста. Именно не именно своего, а именно по запросам из России. А если выражать в процентном отношении российских пользователей, это вопрос, конечно, интересный. И тут можно только плюс-минус так вот прикидывать. Но если мы говорили о том, что еще пару месяцев назад уровень проникновения VPN среди обычных пользователей это несколько процентов, все-таки это был такой инструмент не для всех. И вообще он создан не для того, чтобы обходить блокировки, а для того, чтобы защищать трафик. И уже как смежная приятная функция, да, такой антицензурный бонус у VPN есть. А вот в текущий момент мы говорим о том, что это уже на уровне 15-20% от общего числа пользователей, причем многие устанавливают несколько инструментов. И, конечно же, не только VPN, это и прокси-плагины к браузерам. Tor, я прогнозирую, что будет тоже сейчас испытывать резкий приток популярности, не только потому, что это один из инструментов, где можно зайти через браузер и окунуться в привычный свой мир без цензуры и запретов, а потому что эту сеть сейчас активно толкают большие социальные сети,
и большие медиа. То есть еще несколько лет назад, года 3-4 назад, в Tor пришел Facebook со своим официальным доменом .onion. То есть там хитрые названия, начинается Facebook, а дальше там куча символов .onion. Так вот, .onion — это специальный домен именно в сеть Tor, и в нее можно попасть только через Tor браузер. То есть Tor браузер можно как установить и серфить привычный веб, то есть открыть там сайт YouTube, обычный.com, да, а можно зайти именно в анонимную сеть, в зону Onion, и именно эту зону как раз стали наполнять большие платформы. То есть Facebook. После начала спецоперации, после блокировки Твиттера, Твиттер объявил, что открывает там свое представительство, я открыл его. Там открыли свое представительство New York Times, BBC, Deutsche Welle, если не ошибаюсь, по последнему, по-моему, да, Deutsche Welle тоже, да, Deutsche Welle. Многие расследовательские СМИ. То есть приход туда таких крупных компаний неминуемо будет вести к укрупнению и разрастанию этой анонимной сети. И, возможно, это одно из будущих интернетов в России. Не скажу, что он будет один-единственный такой интернет, там, не знаю, 3.0, 4.0, неважно. Но как параллельная децентрализованная площадка, он будет иметь больше вес не только Tor, а любая меш-сеть, там еще что-то, они будут сильно прирастать пользователями просто потому, что туда будут приходить большие платформы. И это очень интересный момент. Сейчас не пиковый рост популярности их, но я прогнозирую, что в течение этого года мы увидим. Вот мы все обсуждаем блокировки внутри страны, но уже там есть первые сигналы, когда западные, там, насколько я понимаю, там узлы, да, они пытаются отключать российский как-то трафик, и тем самым, насколько я понимаю, может потенциально, если санкции там, они как-то продлятся, там, отразятся, то беда придет не только изнутри, беда придет и снаружи, и там интернет-трафик будет там сильно замедлен, что, например, потенциально может сделать невозможным комфортное пользование тем же самым YouTube, даже если его не будут блокировать внутри России. Если у Запада, во-первых, техническая возможность замедлить интернет в России, а во-вторых, имеет ли это вообще какой-то смысл, насколько это адекватно и насколько стоит вообще потенциально ожидать подобных санкций? Очередной хороший вопрос от тебя. Важный момент, безусловно. И это момент чувствительный. Это момент чувствительный, когда на самом деле и магистральные провайдеры мировые могут сами манипулировать интернет-трафиком и вводить ограничения, и строить со своей стороны такую стену все выше и выше. То есть цементируем не только мы сами внутри себя, да, вот эту интернет-стену, но еще, получается, подносят цемент, бетон и кирпичи и большие трансмагистральные провайдеры, да и не только в провайдерах дело, а вообще в IT-бизнесы, которые уходят из России, которые, наоборот, ограничивают россиян массово. И на основе этого мы приняли решение опубликовать наше заявление, которое все-таки бы призывало таких трансмагистральных операторов, IT-компаний больших не вводить массовые санкции, не строить своими же руками стену вокруг России, не блокировать мирных граждан от полезных различных сетевых функций, которые влияют и на науку, и на учебу, и на финансовую деятельность, и на множество других аспектов нашей социальной жизни. Это все-таки, нам кажется, несправедливым и неадекватным шагом по отношению к мирному населению. То есть не работают массовые наказания. То есть это как бы педагогические основы, если можно там сказать. Если такой пришли массовые воспитатели и начинают строить российский народ, что вы тут неправильно делаете, вот там, да, вам ай-яй-яй. Как показывает, опять же, практика, все вот эти вот аргументы, они тоже не работают, потому что мы видим там санкции, например, как отключение визы MasterCard, которые бьют даже не по тем, кто внутри страны, а они бьют по тем, кто уехал и кто там условно потенциально бежал из России, потому что там в России могла угрожать опасность. Тем не менее, они испытали на себе там удар, и когда ты говоришь об этом на Западе, они говорят: ребята, да, нам вообще все равно. Те же самые там западные банки блокируют иностранные счета российских своих клиентов.
паспортов. Многие люди с российскими паспортами испытывают дискриминацию, не ту дискриминацию, о которой там рассказывают нам некоторые там чиновники, да, то есть это вот эта вот русофобия, да. Никто пока, к счастью, никого не бьет, но тем не менее с российским паспортом реально отказывают там в сдаче жилья. У меня вот знакомый в Голландии не мог найти нотариуса, потому что как только узнают, что нужно для русского что-то сделать для российского паспорта, все нотариусы отказываются, потому что, ой, что-то русский паспорт, не хотим иметь там с вами дело. Вот. Невозможно открыть счет в банке, понятно, да, с российским паспортом сейчас в Европе, и много других ограничений, которые понятно, что уже не по точному удару по каким-то политикам или олигархам, да, они просто бьют условно по русскому паспорту. Поэтому можно писать сколько угодно писем, но тем не менее шанс подобных блокировок он есть. Собственно, если мы представим худший сценарий, как это будет выглядеть? Северная Корея. Насколько я понимаю, трафик, условно, если европейские узлы там заблокируют, да, то трафик пойдет там через ту же самую Азию. Тут прям сложно прогнозировать, потому что слишком много черных лебедей, там, да? Слишком много технических моментов, которые могут быть сделаны одновременно, либо в разное время, в разные политический конъюнктурный момент. То есть Россия настолько уникальна с точки зрения инфраструктуры страна, что воздействие такое, которое она может испытать как изнутри, так и снаружи, может быть максимально неспрогнозируемо. То есть, условно говоря, Китай отключить от интернета проще, чем Россию. Как снаружи, так и изнутри. Просто потому, что из Китая торчат наружу намного меньше количество магистральных, да, проводов, оптоволокна, чем из России. Намного меньше операторов, которые имеют контроль над трансграничными точками перехода трафика. Намного больше в целом операторская база. И поэтому очень тяжело вот так вот прогнозировать, что в худшем случае, я говорю, это Северная Корея, когда мы полностью просто... Вот смысл в чем? Что сделать так, чтобы полностью интернета не было, проще, чем сделать так, чтобы интернет работал по желанию каких-то государственных чиновников. То есть здесь мы не хотим, чтобы это работало, здесь хотим в этот момент времени, здесь мы устраиваем шатдаун, здесь не устраиваем. Так сделать намного сложнее и технически, и материально, чем просто отрубить Россию от интернета. То есть, чем просто сделать интранет, да, внутренний интернет, и полностью перекрыть. Просто, условно говоря, приезжает эскаватор и обрубает эти кабеля. Ну, это же сделать теоретически возможно, да, возможно в течение нескольких дней, возможно. Но тогда мы очутимся внутри интернета, ну, то есть, причем не сразу же внутри интернета, а через какое-то время будет построен интранет внутренний какой-то свой, российско-северокорейский, возможно, вот, и будем жить так. А вот сделать так, что вроде бы как и работает, но при этом иметь больше контроль над чем-то, это сделать намного сложнее. То есть, конечно, можно бесконечно блокировать сайты. Всегда будут инструменты, дающие возможность большинству пользователям все-таки восстанавливать доступ к этим ресурсам. С другой стороны, можно воздействовать на эти инструменты, то есть гасить VPN, гасить прокси. С третьей стороны, есть инструменты, которые начинают маскировать VPN-трафик. То есть это вечная борьба технологий. Мы вам так, здесь вам так. Понятно, что ничего хорошего это не для отрасли, не для владельцев сайтов, не для пользователей не несет. Это такой вот недоинтернет, но в который мы уже сейчас погружаемся. То есть уже сейчас надо то VPN включать, то VPN выключать. На госуслуги зашел, надо выключить VPN, в Instagram включить. Ну, вот этот рубильник постоянно включаешь, выключаешь, включаешь, выключаешь, что-то работает, что-то не работает, и это не подконтрольно, то есть это не подконтрольным властям. Интересно, вот эта вот штука там, то есть мы не можем спрогнозировать, до какой степени это все дойдет. Можно только спрогнозировать худший сценарий, это вот взять, перерезать оптоволокно. Надежда на вроде как на спутниковый интернет, но не тут-то было, потому что для спутникового интернета в масштабах нашей страны, скорее всего, потребуется куча базовых станций, наземных базовых станций. И чтобы согласовать наземные базовые станции, надо Маску, либо там OneWeb, либо Амазону, который тоже имеет свою космическую программу, идти в ФСБ,
и докладывать, что они включили в себя в реестр тех лиц, которые будут действовать по пакету Яровой, там, да, собирать, хранить, предоставлять спецслужбам трафик. То есть раньше я, может быть, тоже возлагал надежду на спутниковый интернет, но, скорее всего, в текущей конъюнктуре маловероятно, что он будет адекватно работать у нас. Если мы говорим про спецслужбы, да, которые, вот, как мы знаем, они там все следят, мониторят трафик, и это, если я правильно понимаю, у них довольно много различного оборудования, все это оборудование непростое. Вот санкции европейских компаний, которые уходят из России, перестают поставлять оборудование официально, насколько я понимаю, там отключаются различные подписки на обновления. Насколько это делает уязвимым работу спецслужб? Мы сейчас работаем больше на западном оборудовании, там, американском, или они уже давно перешли на Китай? Но оборудованию рознь, как и программное обеспечение, да? Ну, насколько я понимаю, есть два, смотри, если я правильно понимаю, есть два основных игрока по телекоммуникациям, да, это там какой-нибудь Huawei условный, да, и китайцы. Второй это там Cisco, там американцы. Есть еще Nokia, который является поставщиком Сарма. Да, ну, окей, давай, условный Запад, который, там возьмем несколько брендов, да, и условный Китай тоже возьмем несколько брендов. И вот эти вот два игрока, которые вот предоставляют сегодня на рынке, вот есть два стула, да, один и другой. На каком стуле сейчас мы сидим? Слушай, но есть и российское оборудование на самом деле, то есть это не только переклеенные шильдики, а есть... То есть есть реально российское оборудование? Есть реально российское оборудование, оно, конечно, не такого масштаба и специфичное, то есть определенные аппаратные там комплексы есть, вот. Конечно же, наши российские производители в большей степени любят переклеивать шильдики для импортозамещения, но тем не менее что-то и производится. Будут, наверное, в каком-то степени, во-первых, наращивать свои российские мощности. Во-вторых, вроде как Китай-то не присоединился к санкциям. Китай не присоединился, но, опять же, насколько я слышал, у китайцам меньше доверия, потому что якобы во всех этих там Huawei прямо совершенно нагло эти бэкдоры, которые позволяют в случае чего вклиниваться там в процесс, в отличие от американского оборудования. Опять же, я не знаю, это вот как вот я вот слышал подобные рассуждения. Может, ты меня поправишь. Я не буду называть фамилии, потому что я, может быть, сейчас и неправильно вспомню, но были такие высказывания там и на Совете Безопасности, мне кажется, по-моему, это проходило, что да, мы в курсе, что китайцы делают закладки, но все-таки китайцы, это наши товарищи, вот, это не американцы. То есть китайская закладка считается лучше американской в рамках нашей безопасности, что звучит, конечно, очень-очень-очень странно. То есть китайцы это такая, я хотел сказать спящая нация, но знаешь, могут выстрелить в любой момент. То есть они как бы не имеют никакой агрессии вроде как военной, да, никому, кроме своих внутренних дел и максимум Тайваня. Вроде как ведут себя в целом нейтрально в большинстве случаев на геополитической арене. Но это такая мощь, это такая скрытая, прям человеческая, финансовая, технологическая мощь, что вот не знаешь потом, как эти вот вроде как спящие закладки, и вроде как, которые мы не чувствуем от них опасность, там, да, в том же оборудовании от китайских производителей, могут сыграть, конечно, ключевую роль в дальнейшем мира, не знаю, в геополитическом каком-то аспекте. И это, конечно, очень опасно. Вот. Ну да, будут... Очень странно, что, например, вот сегодня была новость, New York Times там выпустил материал, что вроде как Nokia сворачивает свой бизнес в России, но при этом оборудование СОРМ продолжает поставлять ФСБ. Там, да? Нормальное такое деяние со стороны западной большой корпорации из Финляндии. Поэтому тут политика, а деньги, пожалуйста, отдельно посчитайте нам. То есть каждая компания зарабатывает очки как репутационные, так и коммерческие по-своему. То есть одни там просчитывают, что вроде как, да, мы будем продолжать сотрудничать с Россией, может быть, акции наши подешевеют, но в другом мы выиграем. То есть это все в том или ином аспекте тоже коммерческое решение может быть со стороны тех корпораций. Еще важный момент по оборудованию, по слежке, по САРМу.
и по хранению. То есть, наверное, ты знаешь, что вот пакет Яровой обязал оператора связи хранить трафик, но на самом деле, конечно же, не все хранят. Хранят те, к кому приходят, это первое. И вроде как сделали поблажку, что храните не как значится в законе, там полгода весь трафик, потом в течение года метаданные, а храните пока там месяц, а дальше мы посмотрим. Так вот, эти сейчас сроки увеличивается в плане того, что отодвигается объем хранимой информации. И то объем вот этот хранимой информации в месяц, конечно же, не у всех сейчас есть такие хранилища. И вот это интересный вопрос, потому что, в принципе, рынок памяти там, да, тоже имеет свою конечность, и даже вот это месячное хранение вызывает большие вопросы. То есть сейчас что будет с этим происходить? Потому что это большие, очень огромные издержки, огромные. А власти изначально постановили так, что издержки за вот это оборудование того же САРМа несет сама отрасль. Как она сейчас будет выживать, и тогда будет тяжело. То есть здесь можно смотреть, как еще быть, что, может быть, откажутся в принципе от хранения трафика. Там, да? Тем более хранить ничто, хранить HTTPS, это очень странно. Что они там ищут внутри этих систем хранения, я не знаю. Но что-то ищут. Вот. И, возможно, из-за того, что мы попали в такое кризисное состояние, и из-за того, что тоже оборудование стало тяжелее закупать и по новым ценам. Возможно, и такой интернет-слежки станет меньше. Но это так, мысль просто. Тут на днях появилась информация, то, что через полгода могут возникнуть проблемы у мобильных операторов. Чем это вызвано? И опять же, вот возвращаясь к предыдущей нашей теме, если мобильные операторы заявляют, что у них могут в связи с проблемами в поставке оборудования возникнуть проблемы, то опять же не возникнут ли проблемы в каких-то других более критически важных для России областях. Я говорю даже сейчас не про слежку, а про системы безопасности, которые я не знаю, в энергетике, в каких-то других областях, которые могут потенциально привести к техногенным катастрофам. Если какие-то риски и опасность именно вот с точки зрения санкций и перебоев в поставке и обслуживании оборудования? Как мы видим, что после такого заявления рабочей группы РСПП появилась сразу же рекомендация Минцифры к операторам связи отказаться от безлимитных тарифов, снизить трафик и так далее, тому подобное. Но, видать, да, задело за живое, что сейчас и возможности инфраструктуры не позволяют в текущей экономической ситуации. И Минцифры видит один из выходов в том, чтобы сами операторы связи нивелировали какие-то такие вот безлимитные пакеты. Это один из выходов. А техногенных катастроф, защищать критическую инфраструктуру, конечно, надо всегда, и везде, в любой стране. Насколько правильно она выстроена у нас в России, вызывает, конечно, множество вопросов, потому что тоже оборудование... немножко начну не совсем издалека, а у нас есть такой закон о суверенном Рунете, да, который вводился как раз для того, чтобы защищать нашу критическую инфраструктуру от внешних угроз. Но по факту вот это оборудование ТСПУ, технические средства противодействия угрозы, создано для того, чтобы не защищать критическую инфраструктуру, а защищать нас от информационной, от контентной угрозы, от западных соцсетей, от медиа западных или российских, которые на той стороне находятся. То есть вектор мышления защиты реальных ключевых элементов атомной инфраструктуры, много чего. Можно и правильно выстроить информационную безопасность этих ключевых объектов в России, но вместо того, чтобы повышать вот эти параметры, у нас почему-то этот закон в первую очередь призван бороться с информационными угрозами. И возникает логичным образом тогда подозрение, что информационная угроза отводится, а критическая вовсе нет. Потому что те же ресурсы не бесконечны. И тут я не могу сказать, насколько надежно все это у нас защищено, но, конечно, вызывает множество вопросов это. По поводу Телеграма. Ты сказал, что после блокировки
Инстаграм, многие перешли в Телеграм. Насколько Телеграм безопасен с точки зрения общения? Насколько сама вот эта вот технология? Потому что можно часто слышать, опять же, такие теории там заговора, не заговора, да, то, что тот факт, что от Телеграма отстали и теперь все идут, и чуть ли вот Телеграм не становится таким спасительным платом и островом, да, это может говорить о том, что у российских спецслужб наконец-таки появились там все возможности, ключи и так далее для того, чтобы там мониторить трафик, смотреть, кто там с кем общается, и Telegram начал сотрудничать с российскими властями. Есть ли какие-то подтверждения или, наоборот, опровержения? Сотрудничает ли Telegram с российскими властями, как это делают, например, я не знаю, там, ВКонтакте и другие российские там соцсети, которые прямо вот и просить ничего не надо, они полностью все это делают. Или Telegram еще продолжает как-то сопротивляться? Ну, слушай, если бы мы получили реальное свидетельство сотрудничества, то сейчас бы все газеты горели бы заголовками, кликбейтом, что появилась такая слитая информация. Но, как ты видишь, реальных фактов нет сотрудничества, да? Но, тем не менее, надо отдавать отчет внутри какого мессенджера, какого социального сервиса ты находишься. Потому что Телеграмму рознь внутри себя. Есть, например, чаты. Да? Есть закрытые какие-то каналы, есть секретные чаты, зашифрованные. Да? То есть есть разные каналы потребления информации и передачи или коннекта рабочих процессов, там, не знаю, личных процессов и так далее и тому подобное. То есть Телеграммом пользоваться можно, но надо давать себе в отчет, что если ты находишься не в секретном чате, то ты публичен. Плюс при регистрации требует номер телефона. Номер телефона там можно ввести любой. Я имею в виду, можно сделать виртуальный номер, не российский. И... Можно, да. Но только это доступно 0,0 сколько там процентов россиян, правильно? Ну, если ты говоришь, что 20% уже научились пользоваться VPN, то... Подменять, ну, это немножко другое. То есть тут людям еще надо рассказывать, почему тезис «мне нечего скрывать» ложен посыл. Ложен сам по себе. И это аксиома, что это ложный посыл, мне нечего скрывать. То есть всегда есть что скрывать, потому что, во-первых, делая дыры в своей безопасности, ты подвергаешь угрозам не только себя, а свое ближнее окружение. Рабочее, личное, семейное и так далее и тому подобное. Поэтому скрывать есть всегда что. Мы не распечатываем на груди свои паспортные данные, выходя на улицу. Выходя на улицу, мы анонимны по факту. Мы не показываем паспорт, покупая продукты, но только если они там не алкоголь, сигареты, там, да. Мы не там, идентифицируем себя при походе там, куда-то еще в театры, в зоопарке. И то же самое в сети, потому что мы не хотим быть полностью идентифицированы в тех или иных ситуациях, да и незачем там, да. Мы не делаем прозрачные туалеты почему-то там, да, не хотим, чтобы нашу личную жизнь на показ выставляли. Короче, множество аргументов, но людям это надо объяснять. Я продолжаю видеть комментарии, что, допустим, меня читает ФСБ, я ничего плохого не делаю, но это позиция очень опасная по отношению к самому себе. И поэтому тут надо отдавать отчет. Можно пользоваться, пожалуйста, сервисами Яндексами, ВКонтакте и так далее. Только ты должен осознавать, что во ВКонтакте ты можешь делать то-то и то-то. И при этом, если ты сделаешь то-то и то-то, другое то-то и то-то, то ты можешь подвергнуться с большей вероятностью административному или уголовному преследованию. Ты можешь пользоваться телеграммами в несекретных чатах, но ты должен отдавать себе отчет, что это, по сути, публичная переписка, либо в которые могут проникнуть третьи лица. Если ты пользуешься секретными чатами, то Telegram, в принципе, можно использовать. Таких сообщений о том, что кто-то или сам Telegram, либо кто-то дешифровывал секретный чат Telegram, не было. То есть таких фактов. Но при этом я сам видел госзакупки на сайте госзакупки еще там года 2-3 назад, когда я внимательно изучал госзакупки, что там закупают российские госорганы в отношении интернета. И я видел там закупки, которые предполагали создавать аппаратно-программные комплексы по взлому мессенджеров, в том числе WhatsApp, Telegram и так далее и тому подобное. Но, скорее всего, речь шла про аппаратные уязвимости, ведь все мы знаем, что есть
ряд израильских компаний, которые поставляют свои такие коробочки для спецслужб разных стран, и США, и России, и прочих государств, для того, чтобы ты мог взломать iPhone. Но опять же, тут не каждый iPhone можно взломать, то есть чем свежее iPhone, тем меньше он подвержен взлому через такие израильские коробочки. И то же самое, в принципе, можно получить доступ к Telegram-переписке, условно говоря, но не взломав код Telegram, а не осуществив атаку человека посередине, а именно получив доступ к устройству и, несмотря на то, что само устройство якобы зашифровано, ну как якобы зашифровано, но имеет тоже свои дыры в безопасности. Вот. Поэтому невзламываемого, в принципе, нет, все имеет стоимость взлома. То есть, если ты живешь под термином «мне нечего скрывать», то стоимость твоего взлома 0 рублей, 0 копеек, и любой кибермошенник может получить и твою финансовую, личную и рабочую информацию. Если ты прикладываешь усилия диверсифицировать свои каналы и потребления контента, и публикации контента, и обмена информацией, то уже стоимость твоего взлома увеличивается, и уже не простые методы надо к тебе применить, чтобы получить доступ к твоим перепискам, к твоим звонкам и так далее и тому подобное. Поэтому Телеграмом пользоваться можно, надо отдавать себе отчет, что общение в нем в несекретных чатах не шифруется. И при этом, если вы используете Telegram и хотите общаться конфиденциально, используйте альтернативные инструменты для этого, например, мессенджер Signal, почта ProtonMail, и либо какие-то другие, есть множество сервисов, децентрализованные площадки, Matrix, там, много чего можно еще сказать. Поэтому имейте в запасе и Яндекс, и ВКонтакте, если хотите, но чувствительную переписку ведите только в защищенных мессенджерах. Надеюсь, все будет хорошо. Ой, да. Спасибо. Спасибо, давай, счастливо, пока.